Are you single or married? 99 вопросов или 98. What is your YouTube income? Just... Пицца. Последние 10 лет я работаю... Hi guys, всем привет. Please, use subtitles. Пожалуйста, используйте субтитры. Your favorite spices. Salt, rosemary. Garlic. Water. Bake. Little bit of barbecue sauce. Cheeseburger with pulled beef and jalapeno. Done. Sweet pepper. Cheese. Cheesy beef quesadilla. Done. Cheese corn dog. Done.
Mini fast pizza ice cream done. Hi guys, всем привет! In this video I will be answer for you question from my last post in community box. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы из-под моего поста в сообществе. And before I start eating, I want to tell you some important thing. And please guys, sometimes use community box because you help me make my channel much better. И, пожалуйста, ребята, используйте иногда вкладку сообщества на странице канала, вы помогаете мне делать мой канал намного лучше. And please guys, use subtitles because I don't be replay, answer or question from Russian language. И, пожалуйста, ребята, используйте субтитры, потому что я не буду повторять каждый вопрос или переводить на русский с английского и наоборот. Я просто буду кушать и отвечать на том языке, на котором меня спросили. And now I want to tell you some important thing. Just now I try save money for my new microphones and new recorder. If you want and if you can help me, just check some sponsorship link. Just this link have 4 levels. You have bonuses from this, from first level for around $2. You have bonus some backstage photo, backstage video, and a link for VIP chat for Telegram, where have some photo from my life every day, from maybe some video from my life every day. Just and check this link and check these bonuses from different levels. И сейчас информация только для тех, кто хочет и кто может мне помочь. Сейчас я коплю деньги на новые микрофоны и на новый рекордер. Если вы хотите мне помочь, проверьте спонсорскую подписку с бонусами. Там 4 уровня бонусов, вот, 4 вида спонсорской подписки. Примерно с $2 начинается. Эта информация, еще раз повторяю, только для тех, кто хочет и только для тех, кто может. Я в любом случае куплю эти микрофоны и рекордер, но если вы мне поможете, я сделаю это намного быстрее. Там не за 5-6 месяцев, а может быть за 3. Там в виде бонусов вы можете получить как мои фото и видео со съемок. Вы узнаете заранее о том, о чем, например, видео я снимаю, которое будет там через 3 дня. Вот. Также получите за определенный уровень доступ к VIP-чату в Телеграме, где я каждый день выкладываю новые фото и видео из моей жизни. И вы сможете напрямую голосом мне задавать там любые вопросы. Это прямое общение со мной. And just for free, you can check link in my Instagram little bit more about my life. Также вы можете проверить мой инстаграм, там немного больше о моей жизни. I'm sorry guys who wait ASMR video, I think next video it will be ASMR. Простите, если кто ждал ASMR видео, следующее видео будет ASMR. Let's start to it and answer for you question. Итак, первый вопрос. Как вы учились в школе, общаетесь ли вы со своими одноклассниками сейчас? В школе я учился плохо. Сейчас давайте начнем. Всем приятного аппетита, если вы кушаете со мной. В школе я учился плохо. Вот, но и не из-за того, что не хватало ума, наверное, хотя я не считаю себя очень умным, просто неусидчивость. Поведение было плохое. Я любил бегать, прыгать, короче, никогда не сидел на месте. С одноклассниками практически не общаюсь, кроме, может, 1-2 людей, которые просто остались друзьями. Next question. Do you get any hate comments? Not so many, maybe 1 or 2 per 1000 comments. Yeah, not so many, just 1 or 2 per 1000 comments. It's 1.9% maybe
Привет, каким ты видишь себя через лет 15-20 и что бы сказал себе, вернувшись лет 10 назад? Через 10-20 лет я вижу себя таким же счастливым, как и сейчас, окруженный детьми, может быть, уже и внуками. Вот. Я очень люблю свою семью, вот, свою жизнь, поэтому. Но самое главное, я смотрю в огромное панорамное окно на берегу океана. По секрету, это моя мечта. Are you Indian? Lol. Not. I'm Russian. I'm Russian. I'm from Russia. I'm not Indian, man. What is your YouTube income? Just it's secret, but for sure it's not so many. Now I'm more much money lose for buy some product for video and not have profit for sure. And of course in future I want to get more money from YouTube because I like it. I like what I do, and if I get money, it's just better job for me. $1 billion or your YouTube channel. $1 billion and I buy new cameras. I just buy studio and open more channels. What your favorite dish? Just so many dishes I like it, but I like meat, fry meat, just barbecue meat, and some. For me, I think just I like from Arabic countries food, where I have meat, bread, and maybe some rice. In your video, you tell that Indian food is nice, but honestly, or you lie in your video. It's true, I like it. If I not like, I not make video with some food. If not like some food, just. How old are you? It's secret. But are you single or married? Just I'm married. If you want more about my life, check my Instagram link. Just in my Instagram have photo my son and my wife. Will you come to India? Yes, I want in future maybe go to trip in India because it's true. I like it Indian food. Why not? Um, that what is your full name? Please reply with my name in K Gaming. Just ask me what my full name. My full name it's just my name is Sergey. This is similar how from my channel name ASMR Sergey. In Russian, just say Sergey. Just Sergey. Do you understand Hindi a little bit? Do you have Indian mukbangers friends? Not, I not understand Indian language and not understand Hindi, but I have Indian friends Akshanshu as well. I hope I say correct this, bro. Check, I put link with for this channel because this guy so many time helped me promotion my channel and we connect with this guy. I hope in future when I go to India and we get some maybe make some videos together, and this guy, check this guy in link below, and maybe some video show you this my brother. Hey Akshanshu as well, hey. Sir,
Sir, please, my question, just come in India and taste Indian chicken. Please pick up my question. Of course, when I come in India and try this dish. I tried chicken from India. Questions, where do you live? Which country? Now I live in China, but I hope just this last year, maybe last 2 years, but I from Russia. Добрый вечер, вы на вид крупный парень, не толстый. Ходите ли вы в тренажерку или, может быть, занимаетесь каким-либо спортом? Как еда влияет на вас? Набираете ли вы вес? Да, я достаточно не маленький парень и на самом деле сейчас толстоватый. Вот, хотя я регулярно занимаюсь спортом. Мои фотографии вы можете посмотреть в Инстаграме. Вот. Смотрите, на самом деле я всю жизнь занимаюсь спортом, но это очень долгий разговор будет, очень долго рассказывать. На данный момент я просто хожу, так скажем, в тренажерку, и вне видео я стараюсь правильно питаться, я не ем фастфуд, я не пью сладкое, то есть не ем сахар, я не употребляю алкоголь, не имею вредных привычек, кроме мукбанга, вот. Поэтому вот так. На самом деле, да, если я не слежу за питанием, набираю я вес очень сильно, я склонен к полноте. Но периодическая диета и пахота в тренажерном зале, как-то этот баланс мне помогает держать. Так, еще раз. Сколько денег в месяц вы тратите на еду? Я не подсчитываю. Ну, на самом деле это такой довольно-таки нескромные вопросы про деньги. Но смотрите, вы можете в принципе посмотреть на продукты, которые я использую, потому что я показываю, как я готовлю, и посмотреть, сколько эти продукты стоят у вас в магазине. Но так я могу сказать в рублях. Но смотрите, цены здесь на продукты отличаются в Китае, нежели от России. От 2000 рублей одно видео до, может быть, там 6000, 7000 видео. Это если, например, какие-нибудь дорогие продукты пришлось покупать, там какой-нибудь, например, мраморную говядину или еще что-то. Поэтому я вот просто до этого говорил на английском. На самом деле канал сейчас, я не знаю, наверное, даже не окупает затрату на продукты, поэтому как-то так. Why you so cute? You're my favorite, and just with some heart. I love you too. Thank you. You good too. I love you guys who make some positive comment for me. What do your favorite song? And are you listening to K-pop? No, I don't listen K-pop. Now I listen music only in car. Maybe some dancing music. Maybe some just fast music. I like it. I like music for dance. That's it. Just. Сколько ты в среднем тратишь времени на видео? Дня 2-3 съемок и дня 2-3 монтажа. Вот считайте. В среднем самое быстрое видео, это если прям без остановки работать, это 5 дней. Это если видео, где готовлю, кушаю, то есть на самом деле по времени это очень затратно. Вот, например, прошлое видео, которое с итальянской кухней, я только готовку записывал 3 дня, и первые 2 дня это именно съемки длились часов по 8. То есть прям, знаете как, тяжеловато по-своему, конечно, но мне это нравится. Вот этим и отличается то, что ты делаешь, ведь мне кажется, если что-то не нравится, это невозможно делать на протяжении долгого времени и делать хорошо.
Давайте попробуем кисадилью. Да, кисадилья. So tasty. Do you think of to come India sometime? Did you think of to come India sometime? Yes, in future. В чем сила? Сила в правде. Здравствуйте, сколько денег тратите на продукты? В одном ролике уже отвечал примерно. Сергей, добрый вечер. Вопрос у меня такой: какая еда имеет свой неповторимый вкус, как и люди? Что вы цените в окружающих вас человеках? Есть ли качества, без которых невозможно представить полноценную личность, дружбы, отношений? Искренность и честность. Вот честно, это самое, по-моему, мне кажется, может человек быть не идеальным, не добрым, пусть будет немного злым там, но главное, чтобы он был честным, и все его чувства, и все, о чем он думает, или что он думает о тебе, чтобы это было честно, не наиграно, и не люблю фальшивых людей, вот так. Сколько языков вы знаете? Русский, чуть-чуть английский, чуть-чуть совсем китайский, just Тадихао, во Дзяо Сергай, во Санши Сан Суй, во Джуджай Суши, во Гунзо Чанлонг Маси. Как-то так. Это я просто немного рассказал, совсем чуть-чуть о себе. Привет, Сергей, какой еще деятельностью занимаешься помимо канала? Видео у тебя все замечательно, дай бог тебе здоровья. Спасибо вам большое. Последние 10 лет я работаю артист цирка, силовой акробат. Я думаю, для многих это сейчас было, кто меня не знает, откровением и секретом. Делал, очень важно, потому что после карантина моя работа немного изменилась, и я работаю сейчас не совсем по профессии, но в том же месте. Делал я вот такие вот трюки, я вставлю здесь видео. В самом низу держал вот такие вот и ловил колонны, балансы. Вот такая у меня была работа. Вот. Но на самом деле я не могу сказать, что это была работа мечты. Как-то так. What else do you do other than mukbanging? Last question from Russian language, just similar. I answer for this question, just working, just to play with my son. And last 10 years I work in circus. I show video before 30 seconds maybe. Как вам пришла идея снимать мукбанги и почему мукбанги? Смотрите. Вообще, все каналы, которые я делал, это третий канал, который я создал на ютубе. Первый канал, наверное, лет 6 или примерно около того назад я создавал, «Спорт-кухня». Он посвящался диетам, диетическим рецептам. Вот. Потом я почти одновременно с этим каналом создал канал, где я на русском языке, где я ходил по всяким китайским заведениям, кушал еду, так скажем, такой обзор ресторанов, походной мукбанг, то есть я там практически, то что сказать, мукбанг-канал. И мне хотелось создать еще какой-нибудь канал для англоговорящей аудитории. То есть этот канал изначально создавался вообще не для русской аудитории. Вот, и я думал создать такой же, ходить по ресторанам, но потом подумал, что это будет либо сложно, либо очень глупо, потому что ходить по одному и тому же ресторану, записывать один и тот же выпуск сперва на английском, потом на русском, вот. И тогда мне, так скажем, случайно чисто попались вот АСМР мукбанг каналы, где поедание еды без слов. Я посмотрел, что эта тема достаточно популярна, и я подумал, почему бы не попробовать. Но на самом деле, поначалу я разочаровался в этом контенте, потому что
Я не знаю почему, когда я не вкладываю много сил, я не чувствую какого-то удовлетворения. И когда я начинал, то есть, когда я просто вот самые первые видео покупал какие-нибудь бургеры с Макдональдса, садился и кушал, у меня постоянно было чувство, что так может сделать любой. Вот, и почему-то я хотел что-то сделать. Сперва я снимал какие-то там такие со спецэффектами. Вот, ну ладно, что-то я заболтался. Вот, и просто вот так появился этот канал. Сколько стоят все камеры, на которые ты снимаешь? Не знаю, у меня одна камера, вот эта. Это Lumix GH4, старенькая достаточно камера Panasonic. Вот эта камера, которая передо мной, я в этом году купил, даже деньги в долг брал, это A7S III. Это достаточно дорогая камера, Sony A7S III. Вот. Просто везде камеры стоят по-разному, поэтому просто загуглите, кому интересно, сколько такие камеры стоят. Why you cook so huge size food? Why not normal size? Because I think it's much better for grow channel. For more people just interesting some bigger food. Здравствуйте, Сергей. Хотелось бы узнать вашу биографию. Заранее спасибо. Но я не буду отвечать на этот вопрос, потому что вы можете просто задавать вопрос. А не, знаете, расскажите вашу жизнь. И сейчас я буду на один вопрос отвечать 40 минут. Ну, вот как вы себе это представляете? Извините, конечно. Вот, но на такие, так скажем, обобщающие какие-то вопросы я не буду долго отвечать. Скажите ваши любимые фильмы. Я люблю фантастику. Про космос, фантастику очень люблю. Вообще вот такое что-то. Пицца. Почему именно АСМР? Ну, примерно вот как спросили, почему именно мукбанг. Но я вам по правде скажу еще, потому что АСМР намного сложнее снимать. Вот не знаю, как у других это получается, может быть. Но звук я пишу отдельно на студийный микрофон. Я его потом обрабатываю как только могу. Может, у меня микрофон из-за того, что недорогой. Относительно недорогой, это Blue. Вот. Тяжело очень. Со звуком надо выравнивать, стараться звук, чтобы там, где что-то шумело, не было так громко, потому что люди прибавляют громкости и будет слишком большие перепады звука. Короче. Вот как-то так. Борщ или пельмени? Пельмени. What is your full-time job? If you mean about filming, just 3 days filming, 2 or 3 days filming, and just 3 days editing video, 2 or 3 days editing. When you will make Russian food, I do it before this. Just check where this link have some similar video. Привет, сколько зарабатываешь с Ютуба в месяц? Это не скромный вопрос. Но я просто скажу, что еду не окупает, которую я покупаю на канал. В каком городе живешь? Гуанчжоу. Это почти на самом юге Китая. Just from where you see the recipes for making Indian dishes? From YouTube. Just find YouTube this. Вы повар или самоучка? Да я вообще считаю, что я... Вот, когда
То есть, ну, я как бы говорю это, в нескольких видео я говорил, и также отвечаю на комментарии. Так, я не повар, и я считаю, что я не умею особо готовить. Я просто готовлю что-то по рецептам. Что-то где-то увидел, что-то... То есть, у меня нету огромного какого-то опыта в готовке. Я там не мать 10 детей, которые там 10 лет готовил. Ну, просто вот так получается. Вот как получается, так получается. Но я считаю, что я не могу назвать себя поваром, потому что повар — это тот, кто знает тонкости. Он знает, сколько надо обжаривать тот или иной продукт для определенного вкуса. Как там, я вот смотрел какие-то, когда рецепты или шеф-поваров, когда они что-то объясняют, это целая наука. То есть поэтому мне далеко до какого-то там повара или еще чего-то. То есть просто в лаваш завернуть сыр с колбасой и запечь в духовке, я думаю, много ума не надо. Как у тебя зародилась мысль создать канал по готовке еды? Просто, ну, изначально этот канал был не по готовке. Вот, готовка это потом уже со временем появилась, потому что я понимал, что просто есть на камеру, это ну, как бы такое себе занятие. Вот, и мне захотелось... Ну, сперва я делал готовку в стиле синематик, это как вот со спецэффектами, вот. Но потом понял, что это не сочетается с СМРом, с СМР-мукбангом, там, как вот, например, в виде презентации или рекламного ролика, вот. Поэтому, ну и вот появился такой стиль готовки, вот. Многие пишут, вот, там пародируешь корейского мукбангера Зачоя. Я вам так могу сказать, когда я создавал этот канал, я вот просто сейчас скажу для всех, может, ну, кто писал такие комментарии. Когда я создавал этот канал, естественно, я смотрел на всех знаменитых мукбангеров или АСМРщиков вообще в этом сегменте. И из каждого канала я брал то, что мне нравилось, или то, что необходимо. Например, черные перчатки, ну, можно было там черные и белые, но мне нравятся черные. То есть, ну, не розовые же. То есть, есть там АСМРщицы, которые в розовых. Черный фон только потому, что у меня нет кухни. И я сейчас кое-что заказал, и в этом месяце у меня фон изменится. И в следующем видео фон уже будет чуть-чуть другой. Меня просто, вот, мне кажется, из-за смеси этого перчаток... А еще пишет, кто-то писал, и ты также наушники одеваешь. Да наушники, потому что, чтобы я слышал сам себя. Потому что, когда записываешь АСМР... чувствительность микрофона сильнее чувствительности ушей. И звук передается тот, который уши не слышат. И, например, если кто-то там шумит и микрофон это слышит, там какая-то собака шуршит, ну это я образно, или птички чирикают, мое ухо это не услышит, а микрофон это слышит. И в этот момент, например, Бах там приостановил съемку, потому что, чтобы лишний шум не записывать и потом его не чистить или не обрезать. А там просто, я уже говорил, белая стена, ничего нет. Очень бы хотелось увидеть оборудование, на которое вы снимаете, ну и по возможности кухню и тому подобное. Я уже говорил об этом. Ничего такого нет. Камеры, какие у меня есть, я говорил. Вот. То есть вообще у меня даже свет. Один вот хороший свет. Сзади надо мной висит. Он там вообще надкамерный свет. А здесь вот слева подсвечивает вот тут над бургером лампа для чтения. Вот. Все, что я делал вот здесь, это смесь подручных средств и того, что я выучил за это время. То есть, естественно, я смотрел всякие уроки по свету, по звуку, по съемкам. То есть это вот, это да, это я могу сказать, что какая-то часть самоучки присутствует. Do you feel mukbang alone or with someone else? Only one. Only me. Just and help me just only my wife just tell me Sergey just you're good mukbanger. Привет, кто-то по знаку зодиака, Водолей. Занимаешься ли ты спортом? Я вам так могу сказать, ответить на этот вопрос. С самого детства, с раннего детства, это сначала, я вообще рос в горах, в деревне,
Вот, и это постоянный физический труд. И с подросткового возраста, даже, можно сказать, с раннего подросткового возраста я занимаюсь спортом всю жизнь. То есть это разные виды спорта были, вот. По некоторым у меня даже разряды есть, вот, но всю жизнь я люблю спорт, почти в любом его проявлении. How many family members you have? Which Indian food you like most? It's about family members, just now with me, my son and my wife. And of course I have mom, I have brother and sister. Еще вопрос, какого вы города? Вообще с Краснодара, это с России. А сейчас живу в Гуанчжоу, Китай. Водите ли вы автомобиль? Какая марка автомобиля самая любимая? Да, я вожу автомобиль, у меня даже есть китайские права. Если не будет лень, то вставлю вот здесь где-нибудь фоточку. Машина у меня, это Honda Civic, не новая. Вот, а так, конечно, у меня очень много машин, которые бы я хотел в голове, так скажем, много машин, говорю. Вот. Но я надеюсь, что я все же куплю себе, позволю те автомобили, о которых я мечтаю. Вот. Но, так скажем, из реальных достижений на данный момент это Porsche. Я хотел бы Porsche. Cayenne, наверное. Да. Ну, наверное, да. Откуда берете идеи для видео? Отовсюду. То есть идеи на видео, знаете, как бывает, возникают просто. То есть, знаете, идеи на видео бывают возникают просто. То есть на работе, дома. Бывает, где-то что-то увидел, что-то вспомнил, какой-то рецепт или... То есть, или... Вот я вам честно скажу, у меня есть такое видео, где бургер-пай, то есть пирог-бургер. Я никогда не видел. Может быть, есть такой рецепт, может быть, я даже не искал. Но я честно говорю, я его придумал у себя в голове. Может быть, я где-то когда-то видел, просто об этом забыл. То есть не хочу себе там регалии какие-то, но как это выглядело у меня в голове, я просто подумал, а почему бы не завернуть вот бургер, который состоит из, вот котлеты из сыра, в тесто, как для пиццы примерно. Это ж получится как бургер внутри пирога. То есть, вот как-то так. У вас есть хобби, кроме съемки видео? Да, это времяпровождение с семьей, спортзал, смотреть кино. Я очень разносторонний человек, я много чего люблю. На самом деле, проблема только одна. Времени в сутках не хватает для того, чтобы насладиться всеми вещами, всеми развлечениями, которые бы я хотел. Вот так. То есть много нужно полезных дел делать. Там работать, какие-то хозяйственные дела, так скажем. Сколько подписчиков ты хочешь до конца года? Это, естественно, при 100 тысяч. При том росте канала, какой сейчас, если он будет таким же, то до конца этого года я надеюсь получить серебряную кнопку. Хотя я на самом деле безумно рад тому количеству, которое сейчас для меня это просто какие-то баснословные 60 тысяч вот сейчас. На это данный момент там 61 уже почти, когда это видео записываю. Просто это очень много. Вы свободно говорите на английском или учите фразы перед видео? Я думаю, это видео ответило вам на вопрос. Знаете, как скажу? Я говорю свободно, но не грамотно. Коряво и с сильным акцентом. Вот. Но я без проблем могу поговорить с любым человеком, который разговаривает на английском, о чем угодно и договориться о чем угодно. Можно сказать, свободно говорю. Почему интересен именно такой формат съемки роликов? Потому что я люблю еду. Но я не повар, и поэтому на самом деле не очень хотелось бы сейчас делать канал с рецептами. Вот. Да, они могут присутствовать в этом видео, но всегда с оговорочкой о том, что я не повар и не учу готовить. Если вы хотите попробовать повторить то, что сделал я своими корявыми руками, то вот там
буду писать, как это я готовлю. Перед началом видео я смотрел, было 99 вопросов или 98. Я надеюсь, на все отвечу. Это будет видео очень долгим. Здравствуйте, есть ли у вас любимое блюдо детства и какие блюда предпочитаете сейчас? Так как в детстве мы жили небогато, вот, у меня всегда... Крабовый салат, вот, я люблю, на Новый год запомнился, что крабовый салат мне очень нравился, обычный, из капусты, без риса, вот, а еще у меня была такая мысль в детстве, я думал, что невозможно иметь столько денег, чтобы можно было наесться чипсами, вот мне так казалось, когда я вот покупали кто-то чипсы, там, взрослые, и там давали... Вот. Мне казалось, что невозможно столько денег иметь, чтобы купить себе столько чипсов, сколько захочется. Вот так. Это у меня такая, помню, была мысль. Какие блюда предпочитаете сейчас? Я люблю мясо. Я уже говорил. Это всевозможные шаурма, кебабы, шашлык. Вот. Мне ближе, вот если какой-нибудь ресторан, то это... такой арабский, турецкий ресторан. Вот мне такая кухня больше нравится. Много ли затрат уходит на один СМР ролик? Я уже отвечал. Which food is your favorite and which country food your favorite? I answer for this about food and about. У меня только один вопрос. Как столько еды умещается в желудке? Я считаю, что я немного кушаю. Для своих габаритов и для своей физической активности я кушаю немного. Вот корейцы, которые просто там какие-то тонны едят. Я на самом деле есть Мэтт Стоун такой тип, но он именно соревнуется на поедание. И для таких вещей люди специально запихивают всегда в себя еды до отвала, до тех пор, пока им практически, плохо растягивают желудок. Вот, как корейцы все едят. Я думаю, что большинство из них, они едят, останавливают съемку, ходят, через время приходят, опять проголодались, опять поели. На видео это выглядит как один кадр. У меня же ни времени, ни желания так делать нету, поэтому я как наелся, съемку заканчиваю. Вот. Как-то так. Я надеюсь, хотя бы сегодня это все съем, но я съем, потому что видео уже снимается больше часа. Вот. Может, какие-то моменты я вырежу. Вопрос такой, ты считаешь себя счастливым человеком? Да. Я благодарен вообще за все, что имею. Я считаю, что я самый счастливый человек на свете. У меня есть все, и это все мне достается не просто так, и от этого вкус этого всего и счастье, я и про моральный вкус, и про душевный. И плюс я еще человек очень такой эмоциональный. Да, я счастливый человек, самый счастливый на свете. What do you wanna say to your international subscribers? Just thank you guys. Thank you for watching my channel. Just I love you guys. Take this. You can take one bite. Ням-ням. When you will try Indonesian food and what your inspiration to make this channel? Maybe in future, but I'm not sure when. But I do this. Inspiration, just nothing. I just love to eat. Если бы мог исполнить одно желание, то какое бы оно было? Только одно. Что-нибудь типа аквариум с миллионом золотых рыбок, которые исполняют желания. Что-нибудь. А если одно, я не знаю, я не могу сразу ответить на этот вопрос. Наверное,
ну, оно более такое обширное. Наверное, чтобы все в мире всегда были счастливы, все стали бессмертными, и чтобы человечество всегда находило выход из любой ситуации. То есть, если все стали бессмертными, например, и планета переселялась, то человечество свободно могло переселяться на другие планеты, при этом никогда не было войн, никто не болел, и всегда все были счастливыми. Всем всегда хватало еды, воды и всех средств для существования. Ну, вот как-то так. Ну, это если вот я бы мог, если бы так скажем, я бы мог вот такие какие-то глобальные вещи делать. Вот. Ну, это пофантазировали. Where do you get recipes from? Just from YouTube. From YouTube, everything. Which dish took longest time to cook? And how did end up? If one dish so long time, it's this burger, because meat for this burger bake around 5 hours. But if about video, it's last video with Italian dishes, it's maximum long video. There's so hard recipes. Что вы обычно едите не на камеру? Ой, грудку. Куриную грудку, салат, рис, яйца. Вот, иногда вермишель быстрого приготовления. Вот. И все. А овсянку. И овсянку. С йогуртом или с молоком. Just same question about food. Just check answer from last question about last answer in Russian language. Привет, Сергей. Какие продукты у вас всегда в холодильнике? Курица, яйца, молоко, йогурт. Овощи какие-нибудь там всегда есть. С каким мукбангером вы бы хотели снять коллаборацию? Да с любым практически, наверное, потому что, ну, как, смотрите, коллаборация. Опять же, вы понимаете, что если у человека больше подписчиков, чем у меня, то я ему заплачу. А если же наоборот, то человек должен заплатить как-то так, потому что все хотят, я даже никому не обращаюсь никогда с такими просьбами, типа, а вы можете мне сделать бесплатно рекламу? Там, или можете меня бесплатно пропиарить? Естественно, за любую услугу надо платить, вот, и я это понимаю. Вот, но единственное, чего я не понимаю, это двуличие многих каналов, не обязательно русскоговорящих, это... Ну и русскоговорящие тоже такие есть. Это когда люди указывают почту для коммерческих вопросов, им пишешь письмо развернутое, что вот, здравствуйте, у меня такой-то канал со всеми ссылками, то есть письмо хорошо составленное, и говоришь, что ты готов купить рекламу у них на канале. Вот. Но люди вместо чем просто ответить, что, например, мы не делаем рекламу вообще, ну или просто написать цену, какие они хотят. Неважно, дорого это или дешево. Если будет слишком дорого, естественно, я скажу, ой, извините, мне эта цена не подходит, и все. Но люди просто не отвечают на сообщения. И вот это больше всего на самом деле обижает. Я отвечаю на все. Вот человек пишет, даже когда комментарий, а ты можешь меня прорекламировать? Я пишу все бизнес-вопросы, пишите на почту. Если на почту приходят какие-то письма, я отвечаю. Я никогда не игнорю. Вот этого я не понимаю. И, кстати, поэтому я и пытаюсь, наверное, отвечать на все комментарии. Хотя на самом деле уже очень тяжело. Я, кстати, хотел вам это сказать. Я с трудом успеваю отвечать на комментарии. Просто даже писать, например, кто мне пишет там какие-то положительные комментарии, просто писать спасибо большое. Даже на это уходит больше полдня. Это очень долго. Вы приготовили хорошую еду, и вы забыли начать запись. И когда все съели, все свое меню, а затем увидели. Такое было, поверьте, и не один раз. Но когда садишься кушать и забываешь записывать, это ничего страшного, поверьте. На следующий день можно сготовить просто вне кадра то же самое, сесть и покушать.
А вот если ты забываешь включить запись, когда снимаешь какой-то процесс готовки, вот это, ну вот представьте себе, стоял там, лепил пельмени, налепил целую порцию. Вот ты их лепил там на кадре сколько там, ну долго. И у тебя вот ингредиенты все закончились, ты потому что подрасчитал примерно вот на порцию там фарш, это я образно сказал, пельмени, и тесто. И вот ты их закинул, сварил, а потом понимаешь, что только как ты их варил, ты либо звук не записал, либо камеру не включил. И ты понимаешь, что все этот весь процесс заново. И ты сейчас просто на ровном месте потерял еще 1,5 часа работы, а то и больше. Вот так. First question, why do you prefer Indian food? I answered before just because I have some Indian friend who make promotion for me, and because Indian people come in my channel, and now I have so many Indian friends, and because for these people I need cooking some Indian dishes because and and because some Indian people many times make comments about make Indian food, try Indian food, make Indian dishes, and something like that. How do you get information and the best techniques for making our food? From YouTube. А теперь вопрос, с какого момента вы поняли, что хотите свести свой канал? Давно. Я давно на самом деле. Вот насчет Ютуба, это еще, наверное, с года 2016. Но то не тот канал был, то вот я как пробовал, потом забрасывал. Но периодически в голове я понимал, что я хочу этим заниматься. Вот так. Если бы не ролики в YouTube, чем бы вы занимались? Я и так сейчас работаю, помимо YouTube. Есть ли у вас смешные истории? Я не буду такое рассказывать. Вот расскажите смешную историю из детства. Я думаю, по моему лицу было сейчас все понятно. Извините, конечно, но... Привет, Сереженька, хорошего дня, и вам тоже хорошего дня. Скажи, пожалуйста, почему живешь в Китае давно и планируешь ли приезжать? В Китае я живу уже 10 лет. Кем я здесь работаю, я сказал, уже говорил перед этим. Вот, приезжать, да, я планирую уехать отсюда в течение следующих, наверное, года или 2. В зависимости, кстати, от того, как будет расти этот канал. Здравствуйте, есть ли у вас специальное образование, или вы сами научились так классно готовить? Я в начале видео об этом говорил. Нет, ни того, ни другого, и не умею я супер классно готовить. Вы знаете как, я вам открою сейчас всем тайну. Берете, пишите на ютубе блюдо. Открываете самый вменяемый канал, который, например, нормально объясняют, как приготовить. Если вам нравится тот результат, который делает автор, вы просто повторяете все, что он делает, и у вас получается все то же самое. Вот примерно так. Что для вас главное в ведении канала? Просмотры, лайки и комментарии. Для меня важно, чтобы это вам нравилось. Ну и, конечно, если вы ставите лайки, это... Все это помогает продвижению видео. Естественно, если человек не смотрит видео полностью, это все YouTube учитывает. Так что все это важно. Но самое важное, могу сказать по порядку, это когда вы видите мое видео в рекомендациях, нажимаете вы ли на него или нет, или типа потом посмотрю. А также как долго вы его смотрите. И уже потом еще идет лайки, комментарии, активность, взаимодействие с видео. Вот, и чем больше всего это происходит, тем больше YouTube рекомендует это видео публике с аналогичными интересами, которые еще не подписаны или не видели никогда мой канал. Sorry for my English if I just not
correct read it some message, some comments. My question is that how do you maintain your health after such heavy meals? Just first go to gym, and second just when I'm not filming I try eat some healthy food, healthy dishes, some like without many fat, without many sugar, and sometime without carbs, just only protein, just only some chicken breast, eggs, and some in cardio. Извините заранее, можете не отвечать. Сколько заработали с самого популярного видео? Я даже не знаю, но я вам сказал, что видео даже не окупают сами себя, и это был последний вопрос, я ответил на 99 вопросов. Простите, если я не ответил на ваш вопрос, но, скорее всего, ответил на все вопросы, кроме как, типа, расскажите историю с детства. И у меня остался один бургер. Я его съем, и мы будем прощаться. Приятного аппетита. I hope you like this video and see you guys in the next video.